не планировал поднять ролик так быстро после последнего ролика, но прошла вот информация такая интересная, которая, думаю, покажет, куда мы идем. Значит, я затронул насчет перевода полномочий от провинции в федеральное правительство. Когда говорил про садики, они делают централизованную национальную систему садиков, которая, в принципе, будет подчиняться напрямую федеральному правительству и не связана будет с провинциальными правительствами. Хотя, например, школы, да, относятся к юрисдикции провинции, вот садики будут относиться к юрисдикции федеральной. И хотя этот шаг был задуман задолго до протестов, полгода назад, но вот мы можем понять, куда это все идет. Но вот сейчас прошла такая тема, знакомые поехали за границу, вернулись за границей, по идее есть провинциальные, каждая провинция, у нее свои критерии для карантина, для сколько дней надо быть в карантине, сколько раз надо делать тест и так далее. Вот. До сегодняшнего дня все вот так вот и работало. Как бы, для въезда в Канаду, например, доказательства о вакцинации — это федеральный уровень, потому что пересекаете границу, но карантин, который вы делаете дома, это в юрисдикции провинциального правительства и провинциального отдела здравоохранения. Вот. Вот у меня знакомая поехала за границу, сейчас вернулась, получила письмо, что если ее тест будет позитивный, она должна карантироваться 14 дней. Вне зависимости от ее вакцинации, как бы вакцинирована или нет, она должна 14 дней карантироваться, и там так и написано: вне зависимости от того, где вы живете и какие местные правила для карантина у вас существуют. И с вами свяжется не, как раньше было, представитель местного отдела здравоохранения, а представитель здравоохранения Канады. Как вы можете понять очень просто и увидеть, что это означает, что даже из-за того, что сейчас многие провинции начали отбрасывать ограничения потихоньку и уменьшать ограничения, например, у нас тут на Роскоши, если ты вакцинированный, то карантироваться надо, в принципе, и ты заболел, если у тебя позитивный результат, что у тебя есть корона, надо карантироваться 7 дней. Некоторые провинции говорят 5 дней, в Америке тоже сказали 5 дней уже. Вот. А тут вот сейчас интересный такой момент, что тут теперь уже это не провинция тебе говорит, сколько дней ты должен карантироваться по их регуляциям, а федеральная служба тебе говорит, типа, плевать на то, что говорит твоя провинция, ты будешь сидеть дома 14 дней, и проверять тебя в этот раз будет федеральная служба здравоохранения, а не провинциальная. И как бы, ну, становится понятным, да, что происходит. Идет полное подавление, ну, не полное, извиняюсь, начинается подавление провинциальной юрисдикции, провинциальной власти и подстройка под федеральный уровень. В конечном итоге, насколько я вижу, идет к тому, что Трудо пытается уменьшить права провинций и увеличить права федерального правительства, чтобы в конечном итоге, ну, просто элиминировать провинциальное правительство и сделать одну большую счастливую диктатуру. Вот. Короткий ролик. Действительно, просто хотел поделиться. Вот интересный момент такой. И вот только прошел, вот только сегодня я получил это электронное письмо от моего знакомого. Я сделал скриншот, я послал в Твиттере некоторым провинциальным лидерам, послал в новости. Уверен, что никто про это ничего не скажет. Сомневаюсь, что даже лидеры это увидят. Я даже послал это сенаторам, чтобы понять, или это связано с тем, что введен чрезвычайный акт. Почему федеральная служба здравоохранения берет на себя полномочия, которые до сегодняшнего дня всегда были за провинциальными службами здравоохранения. Вот, думаю, вам будет это интересно. На мой взгляд, это, я бы даже не сказал начало, как бы это продолжение, потому что началось это уже с садиков. Но вот это вот продолжение потихонечку, шаг за шагом подавления провинциальной юрисдикции и подвод всего, что происходит под федеральные рамки. Вот такая вот у нас идет тема сейчас.